Здорово, ребята. Немного предыстории к всему этому. Приходит ко мне стример с ником Арджуна и говорит, что есть у него такая небольшая проблема. Он много отходит от стрима. Что это означает? Когда он играет, сидит, к нему приходит заказ, он работает во время стрима, и он вынужден отлучиться, бросив своих зрителей. И как-то вот мы с ним посидели, поговорили, и говорит, что выход какой-то, единственный выход, который мы с ним нащупали, это развлекать зрителей. Каким образом развлекать можно? Да, можно показывать им видосы какие-то, крутить еще что-то, да, но для этого все равно должен стример подключаться, что-то думать там, как-то общаться и так далее. Поэтому мы пришли к выводу, что надо, чтобы они там сами сидели и себя развлекали. Вот, и я им предложил несколько вариантов. Мы решили, что это будет игра. То есть несколько вариантов игры. Вот, хотели сначала сбоку какой-то сайд-скроллер сделать, чтобы бежать, там можно было подпрыгивать, что-нибудь ловить и так далее. Естественно, управляется все это дело зрителями из чата. И, значит, пришли к мнению, потом потихоньку, помаленьку раскрутили эту идею и пришли к мнению, что сделаем игру с видом сверху, где надо будет ходить просто по клеткам и собирать монетки. Далее эти монетки стример будет обменивать на какие-то интересные штуки, о которых я чуть расскажу попозже. Вот. Ну и, собственно, таким образом заставлять зрителей оставаться у него на стриме, копить, лутать, ждать момента, пока он уйдет АФК, чтобы получать плюшки в его собственном магазине. Буду немножко отвлекаться, кликать в стримерботе, а пока давайте посмотрим, что это получилось, расскажу, покажу как. Вот, он является витюбером в виде вот такого робота, и решили, что игра будет происходить у него в глазу, вот здесь. Поэтому при переключении его сцены, когда он сидит условно вот так разговаривает, как будто мы играем в его глазу. Вот. И дальше идет переключение сцены. Вот мы попадаем в глаз, включается игра. Вот. И сейчас будет расстановка, видите. Здесь у нас количество монеток указано на поле оставшееся. Сейчас идет генерация игрового поля, видите, идет загрузка. Рандомятся объекты, которые появляются. На данный момент на этом экране это всего 3 объекта. Это настоящая монетка, фейковая монетка и скала. Вот, скала, у нее характеристики, что нельзя пройти пока. Планируем потом добавить еще возможность за баллы канала убирать эту скалу с игрового поля. Моя простая монетка — это плюс монетка на баланс зрителя. Баланс учитывается на всех платформах, на YouTube, на Twitch и на VK Play, но он пока, точнее технически может быть, да, но он пока стримит только на Twitch. Вот, поэтому есть 3 жизни. Фейковая монетка означает, что робот отнимется там 10 монеток собранных, да, вот, и клеточка респа. На респе появляется робот. Респ может появиться в любом месте здесь, да, на игровом поле. И, собственно, там появляется и робот. Далее отправкой командой в чат начинаем движение. Сейчас вот мини-чат у нас, да. Вот, иди вверх, например, да, пишем. Все, вот он пошел вверх, поворачивается моделька вверх, собирается монетка из... Вот, иди влево. Вначале была идея у меня... Вот, немножко затормозила. Вначале у меня идея была сделать так, чтобы иконки отправляли стрелочки влево, вверх, вниз, справа там и так далее. Но уже потестили, ребята задушились копировать, вставлять. Поэтому решено было поменять все, пришлось немного переделывать. Вот, это уже вторая, можно сказать, редакция игровая. Первая была
немножко посырее, конечно, тут доработали. Вот, сейчас дойдем до скалы, покажу, может, еще нарвемся на какую-то фейковую монетку. Вот, нарвался на монетку. На бот, как видите, пишет: игрок наступает на заминированную монетку, и от потери монет спасает ранее купленный щит. Я на свой аккаунт купил щиток за монетки за эти, и теперь у меня не отнялось 10 монет. Значит, иди вверх опять. И иди влево. Вот сейчас. Ну, вот так, видите, анимация удара об скалу небольшой такой. Вот. Ну и, собственно, тут идет отсчет, сколько осталось. Жизни не потеряны, потому что на нас сработал щит. В случае потери жизни он возвращается на респ. И, собственно, оттуда опять начинают игроки шлепать. Прикол в том, что у игроков есть кулдаун у каждого, да. Это у меня нету кулдауна, потому что я стример и вообще создатель, да, этой игры. У меня нет кулдаунов. Вот. А те ребята, которые зрители, у них есть кулдаун в зависимости от того, какой статус у зрителя, подписчик или платный подписчик. Говорит, что уже получен фидбэк о том, что платные подписки были куплены специально, чтобы снизить КД, чтобы быстрее монетки гриндить. Вот, есть ансап, просто там определенный КД, вот, и раз в это КД можно отправить команду, куда идти. Вот, и, соответственно, если там, например, человек 10 на стриме сидит, все отправляют одновременно команды. И, соответственно, персонаж либо пролетает куда-то, если там остается одна монетка, следующий уровень начинается, точнее, локация грузится, когда собраны все монетки. И если она где-то посередине, то довольно проблематично собрать. То есть в этом прикол. То есть кто-то может писать, наоборот, в другую сторону идти, кто-то может целенаправленно там сговариваться, как-то собернуть монетки эти. Ну и сейчас я немножко считерю, сделаю, чтобы монеток показалось в программе, что монеток немного осталось. Вот у меня в стримерботе. Все это, визуал весь сделан в OBS, а все сердце, так скажем, всю движуху обрабатывает стримербот. Сделал я это все практически с нулем кодинга какого-то, просто вот умением делать экшены, да, там, ну, немножечко, маленечко, прям супер мало кода добавил, вот, и вот ставлю, видите, сколько переменных используется для этой игры. Вот, поэтому жмем, иди вверх. И как будто бы собираем сейчас, вот видите, одна монетка осталась, я указал 2, чтобы вам показать, да, сейчас вот, как будто бы я собираю все монетки, то есть в программе указал, что монеток нет, но это чисто внутреннее, да. И что происходит, когда монетки все собраны? Это сейчас имитация сбора всего монет, чтобы время сэкономить. Вот, появляется чемодан, вот этот. Чемодан падает. Внимание, появился чемодан. Кто его подберет, тот получит подарок. Вот. И выход на следующий уровень. Есть чемодан и магазин. Вот. Давайте подберем чемодан. И чемодан тоже появляется на баланс. Вот если ввести баланс, то каждому игроку покажет, что вот мой баланс 2500 монет и 6 купонов. Купон — это у нас чемодан. Так договорились. Вот, и сейчас подберу чемодан. Вот, появляется чемодан в руке у него. И давайте пройдем магазин. Вот, магазин, персонаж как будто бы исчезает, появляется вот такой магазин. Идет отсчет, и в этот момент мы можем купить. Вот показывает бот товар в магазине. Детектор мин стоит 20 монет, щит от мин 10 монет. Снежок вот 1, да, 1 монета. И здесь пополнение ТГ бота 2 чемодана стоит. И билет на розыгрыш на Новый год вот 500 и 250 монет.
Но Новый год уже прошел, поэтому вот. И надо нажать купить. Купить и указать номер, который вот указан. Например, купим сейчас снежок. Вот. Пишет, что Sunrise Child приобрел снежок. Или купить 1. Купил детектор мин. Или купить 4. Как только время проходит, отведенное на магазин, так вот, приобрел. И проверить все, что мы купили, можно восклицательный знак предметы. Оп. Вот, у меня в инвентаре детектор мин 10 штук, щит от мин 1 штука и снежок 4 штуки. Снежки можно кидать в чатерсов. У снежка есть механика 50/50. Или, не помню уже сколько мы ставили, по-моему, 25% попадания или 50%. То есть есть шанс не попасть, и снежок отнимает монету у цели. То есть можно вот, например... Покупки доступны только когда магазин активен. Правильно ввел. Вот пишет, что Sunrise Child закидывает снежок, попадает прямо в шмурген, выбивая у него из рук 5 монет. И выбивает всем, по итогу у шмургена, да, не остается монет. Пишет, оставляет с бубликом на руках. В противном случае показывал бы, сколько монеток осталось у человека, которого вы кидаете этот снежок. Дальше покажу еще, как работает пополнение ТГ-бота. Это отдельная история, просто мануальная, руками пополняется Telegram-бот. Список стримеру пишется, отдельный TXT-файл формируется, кому надо пополнить, у него там в эту столбик пишется, и он выбирает и пополняет потом ТГ-бот, кому, ну, чей ник там записан. Вот, и, значит, билеты с розыгрышами тоже, отдельный список я ему сделал, выводится. И, ну, давайте сейчас на выход прошлепаем. Ой, лишнего. Что-то я печатаю, надо копировать и вставлять. Все, персонаж успешно покидает локацию. Теперь мы сделали, чтобы было немножко разнообразия. В будущем это будут разные локации, уже рисуется, как, ну, все перерисовывается. Он заказал, я ему сказал, что можно поменять, как это должно выглядеть. И он заказал у художника вот это все дело. Будем накатывать чуть позже от художника всякие приколюхи. Будет вот это оформление. Это я сам быстро очень делал, потому что это была не первостепенная задача. По визуалу мы знаем, мы уже заранее договорились, что будет заказано у художника. И, собственно, этот художник, труд этого художника потом будем применять, будет рандомиться вокруг окружения. И пока для разнообразия я сделал просто рандомный цвет локации. То есть, чтобы так, ну, вот видите, в другом месте появился. То есть, чтобы все просто красилось. Вот, ну, в общем, и единственное, еще предмет один не показал, как работает детектор мин. Вот, и тогда детектор... Ой, детектор пишу. Детектор. Вот, детектор ввожу, и пишет, что детектор сработал. Видите, пока подсвечивает тухлые монетки, можно запомнить, записать и не нарваться, да. Вот. Внимание, активировал сканер, у вас мин. Вот, сканер мин, да. Запоминайте скорее, у вас мало времени. Но вот такую игру сделал. Сердцем, естественно, как я и говорил, является стример-бот. Вот столько там всякой штуки наделано. Вот столько экшенов наделал вот здесь. Кучу всего. Ну и как говорится, точнее, как я все время говорю в своих видосах,
все меняемо в моменте, да, то есть вот мы решили, что он там раз в месяц будет допиливать, какие-то апдейты накатывать и, соответственно, улучшать свою игру, хочет развивать его, очень нравится, его зрители вообще в восторге. Здесь тоже мы весь визуал легко меняем, да, там захотели поменять дизайн монетки, просто заменили один файлик заменили, и, ну вот я сейчас вам в пузырьке, например, сделаю, да, вот эту штуку. Ну, давайте вот на свою монетку. Вот. И уже здесь, если переключиться, вот монетки уже другие вертятся. Все вот это изи меняется. В общем, вот такую мы решили сделать игру, да, взаимодействие зрителей, чтобы небольшой челлендж был среди зрителей, можно было как-то друг другу немножко подговнить и, собственно, получить какой-то... Игра все-таки такая медлительная, не динамичная, но какие-то вот стратежные мувы можно было делать. Будем придумывать какие-то предметы или штуки. Если есть идеи, заходите ко мне на стрим. Вот, либо заходите к Арджуне на стрим, можете у него поиграться, он довольно часто АФК, как не зайду, что-то сидит, там бубнит микрофон, и зрители сидят, что-то тыкают, переходят. Вот, ну, все прям всем нравится, поэтому, ну, не знаю, попробуйте сами, вот, и это сейчас все, лайф уже работает, все накачано, перекачано, вот, может, что-нибудь еще у него и в магазине лутанете. Может, какие-то призы отдельные. Так что, если есть идеи, опять-таки, по предметам, заходите, давайте. Или, может, как-то по развитию что сделать. Вот пока у нас в будущем, говорю, это убирание скалы за баллы канала, например, да, или какие-то штуки еще за баллы канала, бусты, чтобы побыстрее монетки собирать. Вот говорили, что уже обсуждали тему, что можно еще КД убрать на время за баллы канала, да, что КД перестает работать, можно пошлепать, юзнуть детектор мин и спылесосить все поле, пока другие там хлопают. Отдельно на каждого юзера делать отсутствие КД. Вот, так что, ребят, идей много. Рад, что посмотрели это видео до конца. Уже не буду разбирать, как там что сцены на OBS выглядят, показывать какие-то отдельные штуки. Вы и так знаете, что я стараюсь не использовать никакие анимации готовые, только рисунки, только картинки, чтобы можно было вот так хоп, взял там Paint, черканул или в фотошопе чуть-чуть, и все, у тебя уже другой вид персонажа, и все. Ну, не надо никаких познаний. Вот. И, собственно, также можно доделывать, интегрировать несколько трудов в один и за счет этого. И как в OBS, так и в стримерботе. Накручивать еще дополнительные модули и развивать. Если вам, допустим, какая-то часть идеи, которую вы у меня заказали, кстати, можно заказать что-то подобное. Поэтому приходите ко мне на стрим, буду рад ответить на вопросы любые, да, по OBS. Постараемся, ну, если что-то еще интересно, какие-то виджеты, гаджеты или интерактивы, заходите, обсудим, может быть, закажете мои услуги и сделаем вам тоже красиво какую-нибудь необычную штуку, которого ни у кого нет. Вот этой точно штуки ни у кого нет, 1000%. Вот, поэтому все, всем спасибо большое, ребята, всем хорошего большого количества зрителей и качественного контента, пока.